Глава 56. Четвертый Райкаге против Обита. Не теряя времени, мы двинулись вперед. Хоть раны слегка ныли, я бывал в переделках и похуже. Остаток пути до границы прошел без инцидентов. Встретив пограничный отряд Анбу, Какаш отрапортовал командиру о происшествии. Тот, не проронив ни слова, лишь кивал головой, после чего жестом указал нескольким подчиненным в сторону леса, и двое элитных шиноби растворились, словно их и не было. Глядя на меня, командир отряда кивнул головой в сторону границы. «Кажется, мне пора?» Неловко смеясь сказал я. Боец юмора не оценил, лишь перевел взгляд на Какаши, после чего исчез. «У вас что, немота признак мастерства? Придурок, не забывай, мы на секретном задании». «Эй, какого черта тогда ты рот свой открываешь?» Возмутился я, видя, что Какаши пришел в норму. «Мне дали минуту, чтобы я с тобой попрощался». «А? Как ты это понял-то?» Командир так сказал. Мое лицо исказило недоуменная мина. Они там что, мыслями обмениваются? Черт, этот отряд Анбу воистину ужасает. Ну тогда прощаться я не собираюсь. Скажу лишь «до скорого». Я хотел протянуть руку Какаши, тот посмотрел на нее и перевел взгляд на ветки деревьев. Понятно, кажется, за ним неустанно наблюдают. Эмоции – это роскошь для шиноби, а уж для бойца Анбу так тем более. Не стоило мне этого делать. Моя рука уже начала опускаться вниз, как вдруг крепкая ладонь друга быстро сжала ее и тут же разжала. Какаши развернулся и быстро прыгнул в сторону леса. Напоследок он повернулся ко мне и приложил указательные и средние пальцы к щелям маски, после чего направил в мою сторону. «Я присматриваю за тобой». Кажется, это он хотел показать. Ну или это была угроза. Черт его знает, этого Какаши. Мой путь пролегал через разнообразный ландшафт страны молнии. Небольшие лиственные леса сменялись пустынной местностью, которая плавно перешла в горы. Высота их настолько велика, что верхушки были где-то за облаками. Всю дорогу я ощущал, как за мной ведется неустанная слежка. Конечно, я мог идти по проверенным тропам, которые не раз спасали меня во время войны, но зачем давать им повод сомневаться в добрых намерениях Канохи? Думаю, лучше сделать вид, что не заметил своих сопровождающих. Хоть мне неприятно, когда кто-то дышит мне в спину. Кумагакуре была перед моими глазами. Впервые в жизни вижу ее так близко. Массивные деревянные площадки, по форме больше напоминающие чаши, крепились непосредственно к скалам, связываясь между собой большими мостами. Сама деревня была разделена на несколько уровней. Внизу располагались тропы, ведущие в углубления в скалах. Их занимали разнообразные лавочки, мелкие домики и небольшие склады. На среднем ярусе, как правило, были казармы, сторожевые башни и различные здания административного значения. Были также и отдельные жилые помещения. На самой высокой из скал, возвышаясь над всей деревней, была видна резиденция Райкаге, каплевидное здание, сплошь покрытое стеклом и сделанное из камня, внушало восхищение. На верхушке здания располагались немногочисленные для этой местности деревья. Объективно, сравнивая Каноху с Кумагакуре, можно было сказать лишь одно: страна молнии не жалела денег в технологический прогресс. Для любого путешественника из скрытого листа эти причудливые здания выглядят футуристично, неестественно, словно все традиционные методы постройки были заменены влиянием чего-то нового. Чтобы добраться до главных ворот, мне пришлось взбираться в гору, после чего идти по узкой тропе. Количество наблюдателей явно выросло. Уж не засада ли это? Еще немного, и мне уже не удастся скрыть того, что я знаю об этой мерзкой слежке. Однако у самого входа все прекратилось. Я был настолько поражен, что на секунду даже посмотрел по сторонам. И как это понимать? Может, я зря так сокрушался? «Йоу!» – прозвучал звонкий голос по ту сторону мостика. Я повернулся в сторону странного звука. У ворот стоял человек в причудливой позе. Он двигал телом в разные стороны, что-то громко напевая вслух. Подойдя поближе, мне удалось разглядеть его полностью. Это был парень на несколько лет явно старше меня. Смуглый, мускулистый блондин с зализанными назад волосами. На правом плече у него татуировка канзи, означающая железо, а на левой щеке в виде бычьего рога. Глаза прикрывали причудливые очки овальной формы. На лбу красовался протектор скрытого облака. 7 мечей висели за широкой
спиной. Парень словно и не видел меня, продолжая двигаться под мелодию, которую сам напевал. Нет сомнений, это один из самых сильных джинчурики – Killer B. В прошлой жизни он доставил Акацуки немало хлопот и, по сути, остался непойманным. За его придурковатой манерой и выражением мысли скрывается талантливый и смертоносный шиноби. Насколько я слышал, сам Минато-сенсей оценил его скорость реакции как уникальную. И если столкнусь с ним в схватке 1 на 1, то скорее всего потерплю поражение. Но сейчас я здесь не для того, чтобы устраивать поединки. Мне во что бы то ни стало, нужно заключить перемирие со скрытым облаком, поэтому стоит показать всю чистоту моих намерений. «Прошу прощения», – воскликнул я, встав перед Би. Тот перестал дрыгаться и опустил свой взор на меня. По сравнению с ним я смотрелся довольно низким и щуплым. «Прощения ты не проси, коль хочешь что-нибудь спросить, йоу!» – выдал он, скрещивая руки на груди. «Это что, шутка такая? Теперь, когда я слышу это вблизи, мне почему-то становится жутко неуютно от его рифм». Выдохнув, я улыбнулся и продолжил. «Приветствую, я Обита Учиха. Посол из Канохи прибыл к 4-му Райкаге, дабы обсудить перемирие между нашими деревнями». Би задумчиво хмыкнул, приложил ладонь к подбородку, после чего опять выдал. «Так ты тот самый пацан из листа? Уж больно щуплый ты для моего брата-врага, йоу!» Моя бровь нервно дернулась. «Спокойнее, Обита. Врага? Надеюсь, что мы сможем достичь мирного решения конфликта», процедил я, все еще стараясь улыбаться. «Мира? После того, что ты сделал, моему брату до мира нет дела, дурак-простак!» Диалог явно заходит в тупик. Не могу же я стоять на пороге деревни. Дело близится к вечеру, а терять время понапрасну мне нельзя. «Послушай меня сюда», – начал я неуверенно, пытаясь сложить рифму в голове. «Мнение твоего брата не моя беда. И йоу». Киллер Би слегка склонил голову на бок, затем кивнул мне, показывая, что ждет продолжения. «Много крови пролили наши шиноби. Я здесь, чтобы положить конец этой лютой злобе. Дурак... Простак». В эту секунду я чувствовал, как мое лицо краснеет от стыда. Если бы меня слышала Рин, то точно бы до конца моих дней подшучивала над моим этим самым моментом. Однако Киллер Би лишь вытянул кулак вперед. Мой рэп настолько ужасен, что он хочет мне врезать. «Чего ждешь, дурак-простак? Давай сюда свой кулак, йоу!» Несмотря на странную ситуацию, моя рука сама по себе вытянулась вперед. Наши кулаки стукнулись друг от друга. «Тот, кто уважает НГ-рэп, не может быть злодеем, это просто бред!» Спасибо, наверное. «Мой брат уже давно ожидает тебя. Двигай за мной и не отходи ни на шаг». Не имеет смысла задавать вопросов. Я в центре деревни, шиноби которой долгие месяцы пытались меня убить, но не смогли. Если я буду шататься тут один, то наверняка могу подвергнуться народному гневу. Так мы двинулись по широкому мостику прямиком на средний ярус. Мимо проходящие шиноби приветливо махали Киллеру Би, но заметив меня, их лица омрачились. Казалось, они едва сдерживались, чтобы не вытащить свое оружие и не перерезать мне глотку. Их можно понять. «Не обращай внимания на агрессию и непонимание. Как ни крути, многих шиноби убил ты». Да... Их гнев мне вполне понятен, но и помирать от удара в спину я не собираюсь. «Пока я с тобой, нечего бояться, не парься, малой, с Киллером Би все классно». «То, что ты выше, не означает, что я малой», – воскликнул я. Джинчурики Восьмихвостого звонко засмеялся, после чего повернулся ко мне и, идя спиной, продолжил. «Ты забавный дурак-простак, но мой брат не такой, как я, добряк. Он жаждет твоей крови, поэтому лучше выбирай, что собираешься молвить, йоу». «Да, знаю я. Мне совсем не хочется обострять обстановку». «На лице твоем большая печаль. Главное, что ты хочешь мира. Это важно, знай. Мой братан, хоть и вспыльчив бывает порой, но коль затронешь душу его, то все будет огонь, Несмотря на ужасное повествование, Киллер Би, кажется, тоже переживает за исход переговоров. Ему тоже не безразлично происходящее. И таким нехитрым образом, как человек, знающий 4-го лучше всех, он пытается передать мне тактику общения. Через несколько минут мы прошли все основные посты охраны. Шиноби скрытого облака тихо бросали мне вслед проклятия. Иные и вовсе безмолвно сплевывали на доски моста, показывая полное пренебрежение. И чем ближе я к резиденции Райкаге, тем сильнее чувствую ненависть окружающих. Тут одной доброй улыбкой и благими намерениями не обойтись.
Вот мы и пришли, заходи, не ссы. Мысли свои, как брату мне изложи. Думаю, если я попробую такое сделать, то твой брат примет это за личное оскорбление. Не парься, все будет классно. Коль ты не веришь, что брат рассудит беспристрастно. Ну, надеюсь. С этими словами я зашел внутрь резиденции. Она сильно отличалась от нашей. На первом этаже среди небольших клумб с растениями, что полукругом расположено в центре помещения, стояла стойка, у которой меня уже ожидала миловидная девушка. Она нервно перебирала бумаги в своей папке, поправляя вечно спадавшую прядь светлых волос. А одетая в деловой костюм, девушка казалась довольно взрослой, несмотря на то, что выглядела как ровесница Какаши, а может и младшей. Заметив меня, она поспешно побежала, выронив все бумаги на пол, который был выложен большими квадратными плитами. Хоть это смотрелось немного комично, я ринулся к ней, помогая собирать упавшие бумаги. «Ох, прошу прощения, я так виновата перед вами», — грустно отметила она, складывая все в папку. «Не берите в голову, вижу, у вас тут и без меня дел хватает». «Нет, что вы, в конце концов, это моя работа. Хоть я тут и недавно, мне очень хочется поскорее освоиться». Когда я собрал все в аккуратную стопочку, девушка приняла ее от меня. Наши взгляды пересеклись. Смуглое лицо в смущении на секунду отвернулось, после чего она продолжила. «И извините, я забыла представиться. Меня зовут Мабуи. Я личная ассистентка господина Райкаги. А вы Обита-учиха, посол из деревни Скрытого Листа?» «Очень рад познакомиться, Мабуи-сан», – добродушно ответил я, вежливо склонив голову. «Да, это я. К сожалению, я совершенно не знаю, куда идти. Не могли бы вы мне помочь?» «Конечно», – энергично ответила Мабуи, пытаясь совершить ответный жест вежливости, но вновь едва не уронила папку. «Господин Райкаги уже давно ожидает вас». Мы поднимались по центральной лестнице, которая напрямую вела на верхние этажи, где был офис 4-го. Мабуи ускорила шаг, стараясь идти вперед. Столь неловкая тишина смущала даже меня. «Мабуи-сан?» – тихо спросил я. Девушка слегка вздрогнула, после чего выдохнула и ответила. «Да, Райкаги-сама, в каком он сейчас настроении?» «О, знаете, я здесь работаю совсем недавно и не успела еще освоиться. Господин Райкаги очень переменчивый человек, иногда холоден и рассудителен, но в моменты, когда им овладевают сильные эмоции, может разозлиться и даже сломать что-нибудь». «Сломать?» «Ага. Бывает так, что мы меняем окна несколько раз на неделю. Ой, простите, я сболтнула лишнего. Не подумайте, Райкаги сама замечательный, честный и справедливый человек. Он очень заботится о деревне». Я поравнялся с Мабуи, которая из-за волнения замедлила свой ход. Глядя в ее зеленые глаза, я успокаивающе промолвил. «Вам нечего переживать. Я и не собирался думать о лидере вашей деревни плохо, а ваши слова показывают, насколько сильно вы верите в него. Уж поверьте, я как никто другой знаю, что он желает защитить скрытое облако. В целом, именно поэтому я здесь». Мабуи улыбнулась. Ее лицо наконец-то расслабилось, и нервозность прошла. Она вновь убрала прядку волос назад, выпрямилась и гордо зашагала вперед. На этот раз не пытаясь от меня убежать. «Обита-сан, могу я вас спросить кое о чем?» «Конечно», – обрадовался я, чувствуя, что контакт налажен. «Правда, что вы тот самый призрачный клинок листа, шиноби, который воевал на нашей территории и убил множество людей скрытого облака?» Мы остановились. Девушка выжидающе смотрела на меня, не отводя взгляда. Внутри что-то перевернулось. Кому угодно я бы с легкостью ответил банальным «да», но здесь, кажется, она была далека от линии фронта, не видела всех тех ужасов, которые творились в период боевых действий. Мне только удалось подбодрить ее, добиться хоть и хрупкого, но взаимопонимания, а теперь мне нужно сказать ей правду. «Да», – грустно ответил я, потупив взгляд. «Но я делал это лишь для защиты моей деревни. Для вас это прозвучит странно, но выбора у меня особого-то и не было». «Я понимаю вас», – серьезно сказала она, кивая головой. «Правда? Да». «Мы шиноби, Обита-сан. Каждый из нас понимает, что нужно выполнять свой долг перед страной и деревней. Ваш заключался в нападении, а наш в защите. И то, что так вышло, не ваша вина. Я не была там тогда, но слышала много историй. Все они просто ужасные». Я прикусил нижнюю губу и склонил голову еще ниже. «Но это лишь слова людей, которые познали горечь утраты. Признаюсь честно, Обита-сан, когда я увидела вас в коридоре, то думала, что буду как все, что волна презрения, ненависти и злобы к врагу захлестнет меня потоком. Так я полагала, но вы подошли ко мне, оказав
поддержку. В вашем взгляде не было насмешки над нами, как над проигравшими, никакой воинственности или агрессии. Вы просто хотели помочь совершенно незнакомому для вас человеку. Знаете, быть может, я еще слишком наивная и неопытная, или вы очень хорошо играете на чувствах людей, но у меня не получается вас ненавидеть. «Спасибо вам, Мабуи-сан», – тихо прошептал я, шмыгнув носом. «Поэтому я прошу вас», – воскликнула она, склонив голову, «если вы уважаете жертву наших и ваших шиноби, если вы действительно не ужасный призрачный клинок листа, который является врагом нашей деревни, то помогите добиться мира. В нынешней ситуации это очень сложно, но я не хочу, чтобы мои товарищи умирали». Из ее глаз потекли слезы. Это была мольба, просьба того, кто не может понять такой вещи, как война. Она напомнила мне Рин. Ей тоже хочется прекратить этот порочный круг, оборвать его, добиться лучшего для своей деревни и мира шиноби. «Можете положиться на меня, Мабуи-сан», – ответил я. Уголки моих губ уверенно поднялись вверх. «Сегодня мы покончим с конфликтом между Канохой и Кумагакури, или я не Обита Учиха!» Девушка прижала папку к груди и, вытерев слезы, резко кивнула головой. Когда мы дошли до двери в офис Райкаги, мое сердце начало сильно биться. Ноги почему-то затряслись, а живот скрутило. Из комнаты исходила чудовищно сильная аура, которая втаптывала всю мою уверенность в самый пол. Но не время трусить. Я уже тут всем успел наобещать, что добьюсь мира. Как говорится, язык мой, враг мой. «Прошу вас, подождите минутку. И я доложу Райкаги-сами о том, что вы просите аудиенции». Я нервно кивнул, после чего Мабуи зашла внутрь. Воцарилась тишина, которая только добавляла мне очков страха. В резиденции Хокаги, как правило, более оживленно. Люди там приветливые, шумные, а здесь, кажется, даже чихнуть боятся, лишь бы не разозлить Эя. «Что?» – прозвучал голос за дверью. «Почему? Мне доложили только сейчас! Пусть немедленно заходит!» Через миг Мабуи вылетела из кабинета, ее лицо покрыло испарина. Девушку всю трясло, видимо, ей не слабо досталось. «Мабуи-сан?» – взволнованно спросил я, протягивая к ней руку. «Все хорошо. Райкаги сама просто очень ждет встречи. Прошу вас, проходите. И еще, постарайтесь говорить как можно спокойнее». «Понял». Мы зашли внутрь. Офис больше напоминал спортивный зал, нежели кабинет для приема. Слева и справа располагались штанги, груши и другие спортивные снаряды. Лишь одиноко стоящий диван и кофейный столик хоть как-то давали понять, что тут изредка принимают посетителей. В дальнейшем конце комнаты у самых окон, за массивным деревянным столом, положив на него ноги, сидел Райкаги. Его ромбический головной убор прикрывал глаза, но я чувствовал, как Эй пристально смотрит, буквально прожигая мое тело насквозь. «Лорд Райкаги, посол от деревни скрытого листа Обита Учиха», представила меня Мабуи. Я решил, что стоит слегка разрядить обстановку, поэтому сел на одно колено, склонил голову и, собрав остатки самообладания, проговорил. «Приветствую вас, лорд Райкаги. Благодарю за то, что согласились организовать эту встречу по поводу перемирия. Для меня большая честь познакомиться с вами лично». В ответ я услышал лишь смешок. Ряд белых зубов оголился, показывая воистину животный оскал. Хоть я и не ожидал теплого приема, но пока все явно идет не по плану. «Господин Райкаги», — вновь вмешалась Мабуи, — «думаю, что целесообразно перейти к переговорам с Канохой». «Мабуи!» – монотонно и сдержанно процедил Эй сквозь зубы. «Да». «Оставь нас. Мне и господину послу нужно кое-что обсудить наедине». «Но...» – начала она. Тем не менее, когда Эй ударил кулаком по столу, тут же поклонилась и поспешно вышла. Так мы остались один на один. Райкаги убрал руку со стола, на котором образовалась небольшая, но заметная вмятина. Теперь-то он точно не будет сдерживаться. Если сейчас на меня нападут, надолго этот бой не затянется. Я потерял довольно много чакры в битве с неизвестными шиноби. Да, использовать мангёку опасно. За сегодняшний день не удастся применить его не более чем на 2 минуты, иначе вновь рискую перенапрячь глаза. «Призрачный клинок листа. Как же долго я ждал этого момента!» – прервал мои размышления Эй, постукивая пальцем другой руки по краю стола. «Месяцы погони, хитроумные планы. Ну все оказалось еще проще. Нужно было заявить о готовности мира и поставить свои условия. И вот ты в моих руках. Вижу, Хокаги совсем недальновиден».
Я крепче сжал кулаки, слушая, как этот человек провоцирует меня оскорблениями лидера деревни. «Господин Хокаге», – начал я как можно сдержаннее, – «не заставлял меня отправляться сюда. Он хочет, чтобы между нашими деревнями было заключено перемирие, и я разделяю его позицию, поэтому прибыл сюда в качестве посла». «Молчать!» – оборвал меня Эй. «Ты можешь послужить миру лишь одним способом – сдохнуть!» Я не успел даже моргнуть, как фигура Райкаги, которая мгновение назад спокойно восседала в кожаном кресле, уже была на расстоянии вытянутой руки от меня. Массивный кулак Эя, окутанный синей энергетической аурой, летел прямиком в мое лицо. Если бы я заранее активировал Шаринган, то успел бы уловить эти мельчайшие колебания, но сил столько в распоряжении не было. Более того, я не собираюсь с ним сражаться. Ручища лидера скрытого облака остановилась в аккурат моего носа. Пара злобных глаз выглянули из-за нее. На лице Райкаги вздулись вены от злости и напряжения, но несмотря на это, мерзкая ухмылка торжествующе воссияла. «Даже свои мерзкие красные глазенки не активировал? Неужели настолько уверен в себе, щенок?» «Господин Райкаги, я здесь ради переговоров, а не для того, чтобы сражаться», – как можно увереннее заявил я, подавляя комок, поступивший к горлу. «Переговоры? Ха-ха-ха-ха!» Эй залился злобным смехом. «Смелое заявление для того, кто ненавидит все скрытое облако. Но ты хотя бы не трус, каким я тебя считал. Валяй, щенок! Своим храбрым, хоть и безрассудным поступком ты выиграл себе несколько минут». После этого он наконец убрал кулак от моего лица и двинулся к своему столу. Я незаметно выдохнул, подавив в теле дрожь. От такого напряжения волна боли прокатилась по телу, затрагивая свежие раны. Если я сейчас покажу слабость или неуверенность, этот человек размажет меня по стенке. Плевал он на переговоры и Каноху. Сейчас им движет лишь месть запавших собратьев. Лидер скрытого облака вновь вернулся на свое место. Поставив локти на стол, он сложил кисти рук на подбородке. Взгляд его глаз следил за каждым моим движением. Один неверный шаг, и сокрушающие удары кулаков устремятся в меня без всякого сомнения. Я вновь аккуратно и медленно начал приседать на одно колено. Кулак Эя сжался сильнее. «Что такое, пацан?» – спросил он, оголяя ряд белоснежных клыков. «Куда подевалась твоя решимость? Или же я зря дал тебе драгоценные минуты, которые вот-вот иссякнут?» Мое лицо скривилось. Волна гнева на секунду захлестнула все нутро. «Да!» – протянул Райкаги. «Вот оно, истинное твое лицо. Убийца, который шнырял у меня под носом. Столько времени!» Собрав волю в кулак, я выпрямился и двинулся прямиком к столу лидера деревни. На секунду он казался удивленным, но быстро мотнул головой, возвращая привычную злость. «Это война», – начал я, ступая шаг за шагом. «Забрала множество жизней первоклассных шиноби, песок, облако, туман, камень, лист. Все мы скорбим о тех, кто больше не вернется домой. Никогда». Эй слегка приподнял одну бровь, но стал внимательно слушать. «Но если задуматься, то ради чего все это было? Зачем все эти жертвы? Отчего каждый из нас изо дня в день получал известие о погибшем друге?» «Что ты несешь?» – процедил лидер скрытого облака. «В этой войне никто не остался победителем. Все мы проиграли, и ваша деревня не исключение». «Заткнись! Не смей плевать на жертву моих людей!» – крикнул Эй, вскакивая с места. Я вплотную подошел к столу. Был настолько близко, что мог слышать гневное дыхание Райкаги, глядя ему прямо в глаза. Я продолжил. «И вы прекрасно это знаете. Потеряв сотни, тысячи людей, все осталось по-прежнему. Мир ни капли не изменился, лишь наполнился все большей злобой и недоверием». «Ты труп!» Кулак Эя с невероятной скоростью понесся в мое лицо, но я был готов. Собрав остатки чакры, резко активировал Шаринган. Послышался треск переломанного напополам стола. В нескольких сантиметров от моей груди застыла рука Эя. В то же время мой клинок завис у его горла. «Прежде чем мы продолжим то, что вы так хотите, я закончу свою мысль», – тихо проговорил я, глядя прямо в глаза Эя. «Да, ни одна из деревень не одержала победу, лишь познала горечь поражения, но даже несмотря на это, каждый шиноби был готов отдать свою жизнь, пожертвовать всем, даже собственным будущим, которого он никогда
не увидит ради мира. Мира? Пробубнил Райкаге. Именно вы, лидеры деревни, на ваших плечах тяжкое бремя, и ваши люди ценят заботу о них. Они любят и почитают вас. Но вы когда-нибудь задумывались, чего на самом деле они хотят? Неужели вы наивно полагаете, что они спят и видят, как отправиться в очередное сражение, уйти из своего дома, от своей семьи ради того, чтобы отнять жизнь у другого такого же шиноби? Вы правда в это верите, господин Райкаге? Эй зло скрипел зубами. Его синяя аура начала разрастаться с чудовищной силой. Я сильнее сжал клинок, не позволяя ему подавить меня. Я сражался против ваших людей, это правда. Я убивал их, чтобы защитить своих товарищей, но я всегда уважал их преданность и самоотверженность. Даже когда шансов не оставалось, ваши шиноби шли в бой за свою страну. Все потому, что они защищали свой дом. Дом, в который они хотели вернуться. Место, где могли вырасти их дети. И сейчас вы плюете на их жертву, желая продолжить этот конфликт? Вновь хотите раздуть пламя войны? Паршивец, да как ты? Что такое? Хотите убить меня? Валяйте! Крикнул я, вкладывая всю ярость. Я не буду отбирать у вас такой возможности. Дам вам бой, но когда вы победите, что останется? Моя смерть ничего не решит, лишь породит большую ненависть. Ведь у меня, как и у ваших шиноби, тоже есть что и кого защищать. Вы все еще хотите следовать этому пути, подвергая свой народ большим страданиям? Ответьте мне! Лидер скрытого облака, смотрящий до этого прямо мне в глаза, отвел суровый свой взгляд в сторону. Его губы нервно дергались, а аура начала потихоньку спадать. Я убрал клинок в ножны, а Эй опустил свою огромную мускулистую ручищу. «Сядь!» – жестом указал он на стул, который от потока его чакры упал на пол. Райкаге внимательно наблюдал за тем, как я поворачиваюсь к нему спиной, спокойно поднимаю предмет мебели и сажусь напротив. «Ха, ты либо действительно храбрец, либо законченный идиот, раз так спокойно поворачиваешься спиной к тому, кто хочет тебя прикончить». Как я и сказал, моя смерть ничего не изменит. Я слукавил, ведь несмотря на показанную смелость, был готов в любой момент активировать Мангёку, чтобы увернуться от удара Эя. Правда, внутри меня была уверенность, что он не сделает такой подлости, как удар в спину. В конце концов, лидер скрытого облака мог прикончить меня, как только я открыл дверь в его кабинет, или натравить своего брата. Четвертый уселся на место, положил одну ногу на другую и облокотился на нее. Теперь его лицо казалось скорее задумчивым, нежели злым и полным ненависти. Он колеблется, понимает, но все еще не может смириться. «Киро!» «Что ты сказал?» Громко вопросил Райкаге, заметно оживившись. «Ваш подчиненный, которого вы послали, чтобы покончить со мной раз и навсегда». «Откуда ты? Шаринган, эти проклятые глаза, я прав?» «Да». «Что с ним?» «Он погиб в бою». Эй повернул голову в сторону. Кулаки его с хрустом сжались. «Расскажи мне», – как можно сдержаннее проговорил глава деревни. «Это будет довольно длинная история», – с тяжестью на сердце отметил я. «Считай, что я пока продлеваю твои бонусные минуты, призрачный клинок листа». Следующие несколько минут я рассказывал о моей битве с Джоунином скрытого облака Киро. Хоть я всеми силами старался забыть те ужасные события, воспоминания всплывали одно за одним, не давая мне и шанса упустить какой-то факт. «Значит, генджутсу, да?» – спросил Райкаге, потирая глаза. «Да, Киро хотел совершить самоподрыв, но потерял обе руки и не мог сложить печати. Добровольно выдать информацию он также отказался». Еще бы. Старина Киро всегда был до безумия предан деревне», – с грустной улыбкой отметил Эй. «Когда я увидел его воспоминания, то окончательно признал силу духа ваших шиноби. Никто не сбежал с поля боя в тот день, а Киро откусил себе язык. Ему недолго оставалось». «И? Что же ты сделал, призрачный клинок листа?» – вопросил глава деревни, зло взглянув на меня из-под лобья. «Перерезал ему горло. Если бы оставил его так, то минут 7 он бы еще мучился, пока не истек кровью». Вопреки моим ожиданиям, Эй понимающе кивнул. Мне стало не по себе. Где-то глубоко в сердце было ужасно отвратительно пересказывать и такие вещи, сохраняя при этом самообладание. «Где их тела?» Мы не успевали похоронить их по-человечески. Все, что успели, это сделать с помощью техник Земли своеобразную братскую могилу. С этими словами я достал карту и указал место, где мы приблизительно находились. Райкаге внимательно посмотрел на нее и меня. «И ты до сих пор помнишь это место?»
Я помню каждый бой. Не было ни дня, чтобы я забыл о тех ужасных событиях и моментах, где бы ни старался. В конце концов, вы же тоже помните наших шиноби, которых одолели и взяли в кольцо. Да, Кивнул Эй, разминая руки. хоть мне и не хочется признавать, но верность людей в Конохе в тот день не уступала моим бойцам. Я благодарен, что вы похоронили их, сказал я, склонив голову. Враг, имеющий идеалы, способен многому научить. К сожалению, когда я этого не понял, недооценил ситуацию и послал Кира с отрядом на верную смерть. И только мне нести за это ответственность. Ни тебе, ни кому-либо из Конохи. Они все хотели конца войны и верили в силу своего лидера, который думал, что принимает правильное решение. Если бы я тогда прислушался, дал больше времени, если бы... Лидер скрытого облака несколько раз задумчиво повторял это «если бы», после чего будто бы пришел в себя и уже привычно, злобно зыркнул на меня. Но сейчас, в этот раз, я заглушу злобу внутри себя. Если это хоть немного позволит моему народу вздохнуть свободно, я принимаю ваше предложение о перемирии, призрач. Нет, посолучиха. «Благодарю вас за это решение», – почтительно сказал я, вставая со стула и склоняя голову так низко, как только мог. Не за что меня благодарить. Скажи спасибо тем, кто отдал жизни за то, чтобы этот день наступил. А ведь Коноха потеряла тут немало отличных бойцов. Я утвердительно кивнул. Мабуи! – крикнул Эй. Девушка мигом влетела в кабинет. Ее лицо, которое сначала было жутко встревоженным, расслабилось, когда ей стало понятно, что все живы. Принеси мне печать, а то стол опять разлетелся, черт подери. «Слушаюсь». Через пару минут она вернулась. Я отдал Эю свиток, в котором уже стояла печать Хокаге. Тот внимательно все прочитал и сделал свою отметку в документе, после чего протянул мне. Я аккуратно принял свиток, убирая его в сумку. Поскольку ты посол, я выделил дом на время пребывания тут. Там ты можешь отдохнуть столько, сколько тебе надо. Само собой, бойцы спецподразделения будут внимательно следить за тобой и охранять. Хоть мы и подписали перемирие, я не собираюсь позволять шнырять человеку из Конохи по моей деревне. Учти это. Ха, спасибо, мне этого хватит. И я надолго не задержусь. Уже завтра я покину деревню скрытого облака. Оно и к лучшему, Сухо отметил Райкаге, после чего пояснил. Несмотря на то, что был дан приказ каждому шиноби о твоей неприкосновенности, я не могу ручаться, что не найдется кто-то, кто захочет отомстить призрачному клинку листа за смерть своих товарищей. И раз уж ты добился чего хотел, то постарайся не сдохнуть, пацан. Я выживал на этой территории несколько месяцев, так что постоянно к дышащей в спину смерти привык. Весело ответил я. Ха, дерзишь, щенок, но в этом даже что-то есть. А теперь проваливай, у меня куча работы. Я поклонился и направился к выходу. Мабуи смотрел на меня с благодарностью и даже каким-то восхищением. Я улыбнулся ей так искренне, как только мог после столь напряженной беседы. Еще одно! Крикнул вслед Эй. Не дойдя до двери несколько шагов, я остановился. Каких бы речей о жертве и мире ты не говорил, это все юношеский бред. Рано или поздно мир вновь может погрузиться в войну. Неважно, кто ее развяжет, втянуты будут все. И поверь, когда этот день настанет, я положу свою голову, но найду тебя, обитаучиха, чтобы заставить ответить за все, что ты сделал. Я повернулся, рука сама по себе вытянулась в сторону четвертого и сжалась в кулак. Тогда я должен приложить все силы, чтобы не допустить этого. А, чего ты несешь? В конце концов, я ведь хочу стать самым великим Хокаге, и тогда даже вам придется со мной считаться, господин Райкаге. Я добьюсь того, чтобы этот мир смог обрести истинный путь. Да, и к тому же не очень-то мне и хочется испытывать мощь ваших кулаков. А если я вдруг выиграю, что подумают ваши люди, а? Ха, наглец, чтобы я проиграл такому сопляку? Ну, если ты решил следовать своему дурацкому пути, уж и соизволь держать слово. Посмотрим, кто из нас окажется прав. Непременно. Мы еще встретимся, когда я докажу вам, что обитаучиха не отказывается от своих слов. После этого я увидел, как лидер скрытого облака едва заметно ухмыльнулся, надел свой головной убор и жестом отпустил меня. Хоть этот человек импульсивный, ставит свое мнение во главу всего, быть может, даже слишком самоуверенный, но народ этой деревни ценит и любит его как лидера, шиноби и человека. Именно поэтому, несмотря на свои негативные черты, он неугасно прикладывает усилия, чтобы стать лучше. В этом я чертовски сильно уважаю четвертого Райкаге Эя. Продолжение следует.